Cheese for everyone! Салют всем, с вами Шелгород. И сегодня я предлагаю вам обзор на фигурку от Art Figures под названием Saves, что на самом деле является фигуркой карателя по фильму «Каратель. Военная зона». Но производитель вынужден так шифроваться, так как не имеет лицензии ни на фильм, ни на персонажа. Тем не менее, предоставляет нам высококачественную фигурку на уровне Hot Toys. Это особенное видео, так как это мой первый обзор на фигурку в масштабе 1:6, за что я должен сказать спасибо участнику нашей группы Эйнуру Кубатову, который предоставил мне этот экземпляр на небольшую реставрацию, а заодно и на обзор. Плюс я немного сменил стиль и фон, так что дайте мне знать в комментариях, что вы об этом думаете. Итак, эта фигурка нынче довольно редкая, найти ее можно разве что на eBay. И должен сказать, это неудивительно, так как фигурка выполнена замечательно. Начнем с аксессуаров. Все они могут крепиться на костюме карателя, что очень круто. Итак, в комплекте 4 единицы огнестрельного оружия. Винтовка М15. Отличный скульпт, сухой кистью нанесен металлик для эффекта потертостей. Приклад выдвижной. Магазин съемный. Внутри видно парочку патронов. Есть сменный магазин, который можно положить в карман на бедре. Пластины на рукояти зачем-то съемные. У оптического прицела есть подвижная крышка. Была и вторая сзади, но она была утеряна предыдущим хозяином этой фигурки. Сам прицел, видимо, был съемным, так как тут видно 2 дырочки, будто бы для пеги. Но прицел был когда-то отломан и довольно грубо заклеен. Я зачистил ошметки клея и переклеил прицел. Винтовку можно зацепить вот на эту лямку, которая крепится на спине карателя. Еще в комплекте есть 2 пистолета Беретта, выполнены отлично. Видно, что снято с предохранителя. Сними с предохранителя, Карл! Магазин съемный. Затвор подвижный. Офигенно сделано. Обожаю подвижные части на оружии. Еще есть такой пистолет Зигзауа, хотя на стволе написано Зигзуа. Отлично выполнен. Съемный магазин, подвижный затвор. Для пистолетов есть 2 сменных магазина, которые можно положить в кармашки на груди. И сами пистолеты можно вставить в кобуры на груди и обоих бедрах. Еще у карателя есть вот такой армейский нож с зубцами и металлическим драйбрашингом. Круто, что край лезвия выделен металликом. Нож можно хранить в ножнах на правой голени. Еще в комплекте есть вот такая подставка, якобы из бетона. Извините, я протупил и не взял ее у хозяина фигурки, но вот вам фото. Как видите, детализована она офигенно, но у нее нет никаких креплений для самой фигурки. Переходим к ней. Высота ее 30,5 см. Скульпт и покраска головы выполнены максимально качественно. Лицо, на мой взгляд, получилось очень похожим на актера Рэя Стивенсона. Мы видим вздернутый подбородок, нахмуренные брови, поскульптованные волоски щетины, поры, отлично прокрашенные голубые глаза. Щетина прокрашена неплохо, но как-то слишком очевидно на верхней губе. Зачесанные назад волосы тоже отлично сделаны, прокрашены в несколько тонов. Единственное, что здесь сверху в паре мест краска была полностью стерта. Неизвестно, был ли это заводской брак или неосторожность предыдущего хозяина. Но в любом случае я это исправил. Переходим к телу. В основе стандартный телоид а-ля Hot Toys. На него надета черная кофта и брюки. Технически жилет является аксессуаром, так как в коробке он лежит отдельно. Но я не буду его снимать, чтобы показать вам получше кофту, так как это не моя фигурка, и я не хочу ничего повредить, порвать. Но просто имейте в виду, что вообще он съемный. Жилет сделан из плотной армейской ткани, шею защищают вот такие пластины. На жилете дофига всяких ремешков, сделанных из соответствующей ткани. Кармашки для сменных магазинов сделаны из кожзама. Все кобуры из слегка податливого пластика.
Спереди на жилет слегка нечетко нанесен череп. Отлично сделано, очень атмосферно, он и должен быть таким немножко расплывчатым. Кофта сделана из стретчевого заменителя шерсти, хорошо тянется и очень хорошо сидит на теле. На поясе ремень из кожзама с металлической застежкой, сверху еще пояс-разгрузка с 2 сумками сзади. Штаны хлопковые с кучей карманов, которые, по идее, можно использовать, они открываются. Отлично выполненные кобуры с ремнями и застежками. И на ногах отлично выполненные сапоги, отлитые из резины, с проскультованными шнурками, разными текстурами и отличными подошвами. Время сочленения. Силуэт этот очень подвижен и даже представляет парочку сюрпризов. В основании шеи двойной шарнир, несколько ограниченный жилетом. В плече сустав бабочка, вращение и петля, поднимающаяся вот так. Ниже еще одно вращение. В локте двойной сгиб, в кисти вращение и петля. Если вы задаетесь вопросом, почему у фигурки нет сменных кистей, отвечаю. Потому что пальцы подвижные. Видите вот эти дырочки в подушках пальцев? Они означают, что в пальцы встроена проволока, а сами они сделаны из резины. Это, конечно, круто, но лично я бы предпочел сменные руки, так как такие пальцы со временем могут износиться и порваться. И иногда бывает довольно неудобно использовать такие пальцы для держания оружия. В грудной клетке шарнир. Еще один в поясе. В бедре вращение, петля и еще одно вращение. В колене двойная петля. В ступне, к сожалению, только уровневая петля. В общем и целом фигурка очень качественная. Art Figures просто молодцы. Они сделали качественный скульпт головы, хорошо сидящую одежду, отлично проработанное обмундирование и амуницию. Силуэт довольно подвижен. В качестве недостатков можно назвать грубовато прокрашенные усы, нефункциональную подставку. Ну и оружия хоть и много, но было бы круто увидеть еще больше. Ну и такие подвижные пальцы могут быть не каждому по вкусу. Но все-таки это очень крутая, реалистичная и качественная фигурка замечательного персонажа в исполнении отличного актера. Так что я советую ее всем, кто коллекционирует этот масштаб и способен заплатить за эту фигурку дофига долларов. Спасибо за внимание! Оцените, пожалуйста, обзор пальцем вверх или вниз. Подписывайтесь на канал, чтобы увидеть другие обзоры и кастомные туториалы. И, как всегда, будьте креативными. Увидимся в аду.